Садитесь, пожалуйста. Уважаемые товарищи, добрый день. Мы проведем сегодня очередное совещание, на котором мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции. На прошлой нашей встрече основное внимание было уделено боевой работе соединений и воинских частей группировок «Центр» и «Восток». Командующие группировками генерал-полковник Солодчук и генерал-полковник Иванаев доложили о ходе ликвидации и формирования противника в районе Красноармейско-Димитровской агломерации и результатах наступательных действий общевойсковых соединений в Запорожской и Днепропетровской областях. Сегодня более подробно поговорим о развитии ситуации на севере Донецкой Народной Республики, в границах ответственности южной группировки войск. В начале нашей работы, как уже заведено, прошу начальника генерального штаба доложить о развитии обстановки в зоне специальной военной операции. Хочу отметить, что сегодня мы работаем каждый на своем месте. Начальник генерального штаба, командующий группировкой, командующий армией. Есть у нас еще один участник нашей встречи. Это Пирогов Денис Сергеевич, он командир 123-й отдельной мотоцикловой бригады южной группировки войск. Он поработает вместе с нами отсюда, вместе со мной, из Кремля, из рабочего кабинета президента России. Давайте начнем работу. Пожалуйста, Валерий Васильевич, вам слово. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут боевые действия в соответствии с замыслом специальной военной операции. В зоне ответственности группировки «Север» основные усилия сосредоточены на увеличении глубины зоны безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. На прошедшей неделе наши войска расширили контроль над территориями в районах южнее и юго-западнее Юнаковки Сумской области и также южнее города Волчанск Харьковской области освобожден населенный пункт Лиман и ведутся бои за населенный пункт Вильча. Группировка войск «Запад» после освобождения Купянска продолжает боевые действия по разгрому окруженного противника восточнее города на левом берегу реки Оскол. Сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили населенные пункты Кучеровка и Куриловка. Кроме того, на Краснолиманском и Рубцовском направлениях продолжаются активные действия по владению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман, а также населенными пунктами Дробышево и Яровая. Штурмовые подразделения южной группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновка. 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем. Освобожден город Северск. Группировка войск «Центр» осуществляет уничтожение окруженных формирований противника восточнее перешедшего под наш полный контроль Красноармейска. Воинскими частями 2-й армии освобожден населенный пункт Ровное, ведутся бои в Светлом. В Димитрове освобождена вся южная часть, бои идут в центре, на севере и на северо-востоке города. Кроме того, соединения группировки успешно продвигаются в Днепропетровской области, ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка. Войска группировки «Восток», форсировав реку Гайчур на нескольких участках, развивает наступление на юге Днепропетровской и в восточной части Запорожской области. Продолжаются уличные бои по овладению Гуляй-Полем. Войска группировки «Днепр» на запорожском направлении освободили населенный пункт Новоданиловка. Продолжаются боевые действия по овладению Приморским и уничтожению формирований противника, окруженных в Степногорске. Товарищ Верховный Главнокомандующий, выполнение задач по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом. Доклад закончен.
Валерий Алексеевич, спасибо. Я отмечаю хорошую динамику на всех направлениях. Освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей осуществляется поступательно, ритмично, в соответствии с вашими замыслами Генерального штаба. И стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Сейчас хочу к Сергею Викторовичу обратиться. Сергей Викторович, на прошлой нашей встрече вы докладывали о ходе выполнения задач войсками южной группировки, в том числе в районах городов Северск и Константиновка. Как дела там сейчас обстоят? Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю. Южная группировка войск в соответствии с замыслом специальной военной операции продолжает выполнять задачи по освобождению северной части Донецкой Народной Республики. На Краматорско-Дружковском направлении соединения и воинские части группировки ведут наступление на широком фронте, сосредотачивая основные усилия на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса продвигаются в восточной и юго-восточной частях города. Продолжаются уличные бои в северо-восточной части и промышленном районе населенного пункта. Одновременно с этим 4-я отдельная мотострелковая бригада завершила освобождение населенного пункта Иванополя и приступила к ведению штурмовых действий в южных кварталах населенного пункта Константиновка. На левом фланге группировки мотострелковые подразделения продолжают расширять зону контроля территории севернее Клебанбыкского водохранилища и ведут бои по освобождению населенного пункта Степановка. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части 3-й армии, ведя наступление на северском направлении, завершили освобождение города Северск, тем самым создав условия для дальнейшего развития наступления в направлении населенного пункта Славянск. Успешному освобождению Северска способствовало детально спланированное комплексное огневое поражение противника, и значительный вклад в него внесли ракетные войска, артиллерия, авиация и подразделения беспилотных систем. Разрешите более детально по освобождению города Северск доложит командующий 3-й армии генерал-лейтенант Кузьменков Игорь Анатольевич. Да, сейчас, одну секундочку. Я, Сергей Викторович, что хотел сказать. Мы с вами встречались 20 ноября на одном из командных пунктов группировки «Запад». Тогда работали. И вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках, и это произойдет не позднее 15 декабря. Вы знаете, я вспоминаю свою поездку в Дагестан. Это было уже достаточно давно, после завершения одной из таких заметных на тот период времени и важных для нас и сегодня завершения антитеррористической операции. Поехал туда, чтобы встретиться с ребятами, в том числе с местными добровольцами. И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка такая красивая, женщина молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: сказал и сделал. Мужчина. Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам. Сказал и сделал. Мужчина. Спасибо вам за эту работу. Но хочу отметить, что это стало, безусловно, возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединения, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, всех боевых действий, а также решение вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения. Нельзя не отметить и роль личного состава в целом, младших командиров в ходе подготовки и слаживания штурмовых групп. Благодарю вас всех за службу, товарищи. И, пожалуйста, давайте продолжим. Игорь Анатольевич, прошу, вам слово. Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю. В ходе подготовки к наступательным действиям было установлено, что противник в восточной части города Северска и на подступах к нему создал глубоко эшелонированную оборону. Основные усилия он сосредоточил в промышленных зонах и жилых кварталах. Была создана система укрепленных районов, опорных пунктов и долговременных точек. Было принято решение для снижения потери личного состава сначала блокировать город с 3 сторон и перерезать логистические маршруты.
В этих целях подразделением 6-й мотострелковой бригады с севера и 123-й мотострелковой бригады с юга осуществлен фланговый охват города по сходящим направлениям. В дальнейшем, с выходом передовых подразделений бригад на южные и северные окраины Северска осуществлен последовательный штурм кварталов города. Наибольшее сопротивление противник оказывал в Высотном квартале, Доломитном заводе, хлебокомбинате и на железнодорожной станции, где подготовил укрепленные узлы обороны. В этот же период подразделения 7-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад, совершив глубокий маневр с севера и юга, перерезали основные логистические маршруты западнее Северска. Противник начал беспорядочный отход. В результате проведенной операции Северск полностью взят под наш контроль. В настоящее время в городе проводятся проверочные мероприятия по поиску и ликвидации одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться в строениях. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения воинские части армии продолжают ведение наступательных действий с общим направлением на город Славянск. Доклад закончил. Игорь Анатольевич, спасибо большое. Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон, в районе Северска и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас. Ну и, конечно, я уже говорил, что непосредственно в этих участиях принимают командиры среднего и высокого звена. Один из них здесь находится, Денис Сергеевич. Я бы и вас тоже попросил прокомментировать те события, которые произошли и в которых вы принимали непосредственное участие. Пожалуйста. Товарищ Верховный Главнокомандующий, наиболее сложным этапом во взятии населенного пункта Северск явилось овладение тактического рубежа обороны на подступах к Северску, где противник создал сеть опорных пунктов, состоящих из траншей, блиндажей, дотов. Блиндажи достигали до 2 метров в глубину. После овладения данным рубежом противник активно контролировал восточные окраины населенного пункта. Параллельно штурмовые группы бригады активно приступили к зачистке и штурму железной дороги, ведущей в Северск, так называемые южные ворота. Отмечаю, что отсутствовало взаимодействие 10-й отдельно горно-штурмовой бригады и 54-й бригады механизированной ВСУ, взаимодействие между своими подразделениями. Чем воспользовавшись наши подразделения, приступили к организации завода штурмовых групп. Противник контролировал наши подразделения с восточной стороны. Мы осуществили свой заход с юга, скрытно забазировав штурмовые группы. С началом штурмовых действий и до того момента, как противник понял, что мы находимся в населенном пункте, у нас было достаточно сил для овладения населенным пунктом. С началом штурмовых действий в населенном пункте штурмовые действия начались очагово, начиная с южных окраин, на 3 улицы, на 4 улицы выше. Во взаимодействии с 6-й бригадой каждый день начинались штурмы, укрепления противника. Противник оказывал сопротивление, но под натиском наших штурмовых групп вынужден был отходить на заранее подготовленные позиции в центральной части города. Во взаимодействии с 6-й бригадой и 123-я бригада не дали закрепиться противнику в центральной части. Противник был вынужден отойти на западную сторону реки Бахмутка, где во взаимодействии FPV-дронами-разведчиками и артиллерией противник был уничтожен. На западных окраинах оставались разрозненные группы, которые были уничтожены совместно с 6-й и 123-й бригадой. Сейчас 123-я и 6-я бригада полностью контролируют населенный пункт Северск. 123-я и 6-я бригада продолжают выполнять задачи в западном направлении в районе населенного пункта Славянск. Доклад закончил. Молодцы. Поздравляю вас. У нас скоро Новый год, и вся страна готовится к этому Новому году. Кто-то печет сладкие пирожки, кто-то блины, кто-то варит сталь
и готовит ее для того, чтобы работала оборонная промышленность. А кто-то в ходе специальной военной операции прямо на фронте выполняет свои задачи и готовит свои подарки Родине, свои подарки России. Стоит у своей печи и там работает, несет службу, рискует собой. Я попрошу сейчас включить одну из таких точек в зоне специальной военной операции. И попрошу командира штурмовой группы Нарана Алексеевича и 2 его бойцов, штурмовиков, доложить о ситуации прямо там, где они находятся. Пожалуйста. Верховный главнокомандующий докладывает командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенант Чергаряев. Нахожусь в здании пожарного депо, рядом доломитный комбинат, железнодорожная станция и парк Победы. В ходе освобождения населенного пункта Север. Это, значит, воздействие РЭП противника. Да, понятно. Давит. Понятно. Ладно, мы дослушаем потом, Наран Алексеевич. Его доклад примем в полном объеме. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мотострелковые подразделения, которые показывают себя с самой лучшей стороны, безусловно, являются основой мощи наших вооруженных сил. Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров, всех поблагодарить за их боевую работу. И в завершение, уважаемые товарищи, вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины. Продолжается ликвидация окруженных группировок противника на восточном берегу реки Оскол и в Димитрове. Мы видим, что киевский режим, не позволив формированием ВСУ, блокированным в этих районах, прекратить сопротивление и сдаться, обрекает их фактически на уничтожение. С высокими темпами идет продвижение войск группировки «Восток» в Запорожской области. Безусловно, отмечаю успешные действия южной группировки войск, в первую очередь соединений и воинских частей 3-й армии. Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса. Прошу передать слова самой искренней благодарности всему личному составу, принимавшему участие в освобождении города Северск. Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции. Благодарю всех, уважаемые товарищи. На этом мы работу закончим. Валерий Васильевич, мы с вами еще свяжемся и переговорим. Спасибо большое. Ну и мы переговорим еще и с командиром бригады. Я попрошу, чтобы он поподробнее мне рассказал о том, как шла боевая работа и как вы оцениваете ситуацию прямо сейчас. Спасибо. У нас появились на связи, вижу. Ребята, вы нас слышите? Товарищ Верховный главнокомандующий докладывает командир штурмовой роты 3-го мотострелкового батальона лейтенанта Чергаряев. Нахожусь в здании пожарного депо, рядом доломитный комбинат, парк Победы, ЖД станции. В ходе освобождения населенного пункта Север были освобождены 115 жилых строений, 208 физических строений, динамитный завод. Также освобождены 2 мирных жителей. В освобождении участвовало 28 штурмовых групп
численностью 84 человека. В ходе штурма противник оказывал сопротивление в здании Северского доломитного комбината и железнодорожной станции. Благодаря уверенным, дерзким и нешаблонным действиям личным состава роты, применения и обмана противника, моя рота выполнила поставленную боевую задачу с минимальными потерями и готова продолжать вести наступательные действия, выполнять задачи специальной военной операции. Доклад закончен. Спасибо. Нарон Алексеевич, поздравляю вас, всех ваших бойцов и тех, кто рядом с вами стоит, штурмовиков, и всех других ваших подчиненных с победой. Вы рядом находитесь с парком Победа. Я поздравляю вас с вашей победой. У вас все получается и будет получаться. Благодарю вас за службу. И прошу поменять точку вашего сейчас нахождения на связи с нами. Вам всего самого доброго. Обнимаю вас крепко. Удачи. Спросите.